2026 году на официальном сайте американского военного ведомства появилась новая страница. Не форум с теориями, не утечка, не ролик без источника. Это была официальная страница с документами, видеозаписями и изображениями. На ней были материалы по неопознанным аномальным явлениям, то есть потому, что раньше почти все называли проще – НЛО. Но этот выпуск не про пришельцев и не про фантастику. Здесь важнее другое. Часть этих случаев больше не спрятана в слухах. Они лежат в официальном архиве. Их можно открыть, скачать, поставить на паузу и увидеть то же самое, что видели военные сенсоры. И после этого в некоторых файлах все равно остается один холодный статус. Окончательного объяснения нет. Не потому, что кто-то доказал инопланетян, а потому, что данных оказалось недостаточно, чтобы уверенно сказать, что именно попало в кадр. Когда тайна живет в интернете, ее легко отбросить. Но когда она лежит на сайте военного ведомства с датой, номером дела и официальным описанием, от нее уже сложнее отвернуться. Файл открыт. Перед нами не легенда. Перед нами официальный архив. Чтобы не запутаться, начнем с главного. Американские ведомства сейчас чаще используют термин «неопознанные аномальные явления». Английское сокращение UAP. Это важно, потому что слово НЛО давно перегружено кино, мемами и фантастикой. Новая формулировка шире. Она может относиться к объектам в воздухе, рядом с водой, в космосе или к наблюдениям, которые пока нельзя уверенно объяснить. Этим занимается специальный офис при американском военном ведомстве – офис ААРО. Именно он публикует часть официальных изображений, видеозаписей, отчетов и разборов. На его сайте есть отдельный раздел с официальными материалами по неопознанным явлениям. Там лежат не рассказы очевидцев, а записи с военных платформ, инфракрасных сенсоров и других систем наблюдения. И вот здесь начинается самое интересное. В списке есть дела с разным статусом. Одни уже объяснили, другие продолжают анализировать, а некоторые прямо отмечены как неразрешенные. Это не означает «пришелец», это означает «официального ответа пока нет». Один из свежих примеров – дело 011. Видео снято в Европе в 2021 году. В описании указано, что это запись с инфракрасного сенсора на американской военной платформе. На экране нет красивой летающей тарелки. Нет светящегося корабля. Нет сцены из фантастического фильма. Скорее, перед нами зона контраста на инфракрасном изображении. Что-то, что камера видит иначе, чем фон. Именно поэтому такой материал неудобен. Он не дает простого ответа. Его нельзя честно продать как доказательство чего-то большого. Но его нельзя и просто выбросить, потому что он попал в официальный отчет. Офис ААРО указывает, что анализ физических характеристик и поведения объекта продолжается, то есть файл не закрыт. Не потому, что там обязательно есть что-то невозможное, а потому, что на этом этапе данных недостаточно, чтобы поставить точку. И это ключ к теме. Современная загадка не всегда выглядит как сенсация. Иногда она выглядит как серое пятно на военном экране. Другой пример – дело 013. Оно относится к Европе, 2022 год. В опубликованном описании говорится о короткой записи с инфракрасного сенсора на американской военной платформе. Офис ААРО с высокой уверенностью считает, что в кадре был физический объект. Но дальше важна формулировка. Его форма, характеристики и поведение не названы выдающимися. То есть в видео не нашли признаков фантастического маневра, невозможной скорости или чего-то, что нарушает физику. И все равно случай остается неразрешенным, потому что окончательно определить объект не удалось. Мы не говорим «Пентагон доказал инопланетян». Мы говорим другое.
Пентагон выложил видео, признал физический объект, но не назвал, что это было. Разница огромная. И именно она делает историю честной. Есть и обратная сторона. Часть громких видео после проверки получает земное объяснение. Например, есть дело Аль-Такаддум. В 2017 году инфракрасный сенсор над авиабазой в Ираке записал объект, который выглядел странно. После анализа офис ААРа пришел к выводу: скорее всего, это была связка воздушных шаров. Есть и дело Пуэрто-Рико. Долгое время это видео обсуждали как одно из самых загадочных. Объект будто летит быстро, разделяется на два и уходит к воде. Но официальная реконструкция дала другое объяснение. По версии офиса ААРа, это были два объекта рядом. Они двигались примерно со скоростью ветра и не входили в воду. И это важный момент. Не все необычное оказывается тайной. Но не все необычное удается закрыть. Когда часть дел объясняют, оставшиеся неразрешенные файлы выглядят серьезнее. Потому что видно, система не просто собирает странные ролики. Она пытается отделить ошибку, птицу, шар, дрон или оптический эффект от случаев, где ответа все еще нет. В 2026 году появился еще один свежий слой этой истории – система Pursu. Это страница, где публикуются новые материалы по неопознанным явлениям. Там указано, что первая партия документов появилась 8 мая 2026 года, а вторая – 22 мая. Ведомство заявляет, что будет искать, проверять, рассекречивать и публиковать такие материалы постепенно, по мере обнаружения и обработки. Речь не просто о новых видео. Речь о материалах, которые годами могли лежать в разных ведомствах, в бумажных архивах, в закрытых папках и в коллекциях, где один файл не связан с другим. Некоторые записи могли существовать десятилетиями, но для обычного человека их как будто не было, пока они не появились в официальном релизе. Это очень похоже на то, как работает стирание истории. События не обязательно уничтожают. Иногда его просто кладут туда, где никто не будет искать. Важно понимать, официальный релиз не превращает каждое видео в сенсацию. На странице системы Pursu говорится, что публикуемые материалы относятся к неразрешенным случаям. Это значит, что государство не может дать окончательное определение наблюдаемому явлению. Причина может быть простой – мало данных. Не хватает второго ракурса, не хватает информации о погоде, не хватает данных о полетах рядом, не хватает полной радарной картины, не хватает спутникового подтверждения. Иногда видео само по себе ничего не доказывает. Оно показывает только то, что сенсор увидел в конкретный момент. Поэтому настоящая работа начинается не с вопроса «что это было?», а с другого вопроса «что еще происходило вокруг?». Какие самолеты были в зоне? Какая была погода? Какие спутники проходили над районом? Были ли гражданские дроны? Были ли воздушные шары? Были ли птицы? Мог ли сенсор ошибиться? Только после этого дело можно закрыть или оставить открытым. В официальном годовом отчете за 2024 год тема неопознанных явлений уже звучит не как маргинальная история, а как отчетность перед Конгрессом. Это меняет тон. Раньше такие сюжеты жили в ночных радиошоу, таблоидах и роликах с громкими заголовками. Теперь они проходят через ведомства, отчеты, комиссии, базы данных и публичные релизы. Но вместе с официальностью приходит новая проблема. Чем больше документов открывают, тем яснее видно. Государство не всегда знает, что именно оно сняло. Это не всегда скрытая правда. Иногда это просто дырка в данных. Но для зрителя такая дырка может быть страшнее, чем готовое объяснение. Потому что готовое объяснение закрывает дверь, а незакрытый файл оставляет ее приоткрытой. Самая важная мысль этого выпуска простая. Не нужно верить в пришельцев, чтобы эта история была странной.
Достаточно понять, что военные системы наблюдения иногда фиксируют объекты, которые не удается быстро и уверенно определить. Достаточно увидеть, что часть таких записей теперь лежит в открытом архиве. Достаточно открыть официальный файл, посмотреть видео, прочитать статус и увидеть фразу. Окончательное объяснение отсутствует. Этот выпуск не про фантастику. Он про архив. Про сенсоры, отчеты и видео, которые больше не спрятаны. Про случаи, где государство говорит не «мы все знаем», а «данных недостаточно». И в этом есть своя холодная честность. Иногда тайна не выглядит как огромный корабль в небе. Иногда она выглядит как маленькая точка на инфракрасном экране. Ее сняли. Ее внесли в отчет. Ее выложили в общий доступ. А потом рядом оставили статус «неразрешенный случай».